on my pillow, leave the winter on the ground. Великая сила искусства. Автор Ая. Соавтор Адорада. Читает Кэт Уилд. Глава 10. Через 2 месяца Тэхён стоял в своем кабинете в Сан-Франциско и орал. «Как можно быть таким твердолобым, упертым бараном? Как, Пак Чимин?» Наверное, они просто устали и отчаялись. Они опросили всех, кого могли, но все зацепки обрывались на таинственном Ли Сабера. Даже идея поискать его среди выпускников химических факультетов не принесла никакого результата. Стремительно крепнущая привязанность между ними до поры сглаживала разочарование от этого дела. У них были долгие прогулки, еще более долгие разговоры, совместные обеды и ужины, знакомство с Аджуном и мамой Пак, бары, импровизированные концерты на саксофоне и даже танец под сенатору в пижамах, в конце которого Тэхён чуть не снес торшер, попытавшись закрутить Чимина. И когда Чимин все чаще стал высказывать мысли о том, чтобы перебраться в Сан-Франциско, Тэхён решил, что жить вместе – это отличная идея. Они и так почти не расставались. Чимин даже ночевал у него несколько раз. Но когда он спросил, в какой цвет покрасить гостевую спальню к переезду Чимина, тот неожиданно заупрямился. Да что за блажь жить в незнакомом городе совсем одному. Возвращаться вечером в пустой дом, где никто не ждет. Тэхён искренне недоумевал и задавал эти вопросы снова и снова. И себе, и, конечно, Чимину. Сейчас разговор о переезде состоялся в 6-й раз. И они уже кричали друг другу, и Тэхён, который готов был с друга пылинки сдувать и оберегать от всего мира, и Чимин, столь строгий к себе и всегда до странного великодушный к своему напарнику. Наверное, все дело было в этом. Они устали и отчаялись. Если мое желание продолжать жить одному, иметь собственный дом, который я могу себе позволить, и это, по-твоему, твердолобость, свойственная баранам, то нам вообще больше не о чем разговаривать. Да, Тимин перегибал, но отстаивал свое право жить там, где хочет и с кем хочет. Даже Намджун на него не повышал голос, когда он сообщил о своих возможных планах на переезд. Он просто сказал: подумай об этом более тщательно и не спеши продавать дом в Вашингтоне. Ему было жаль отпускать Чимина насовсем. Все-таки не в соседний город, а через все штаты, на другой конец страны. Но Намджун никогда не сомневался в том, что Чимин выживет где угодно. Он же взрослый, самостоятельный мужчина, хоть и ведет себя иногда по-детски, когда дурачится, и может состроить такое очаровательное личико, которое при всем желании даже его 5-летний сын не повторит. Чимину очень нравилось работать в Сан-Франциско. Ему сразу пришелся по душе этот город. Он легко подружился и сблизился с Тэхёном, вдохнул и проникся его чувством свободы, благодарен за каждое доброе слово, мягкое объятие и ласковые взгляды. За все их интересные беседы, порой очень веселые ночи, за то, что Тэхён принимал его строгим и собранным, как и открытым и чувственным, и действительно нуждающимся в простых объятиях. За это все Чимин был искренне благодарен. Но сейчас он готов был Тэхёна просто загрызть, потому что именно тот был твердолобым бараном, настаивал на том, к чему Чимин точно не стремился – жить с кем-то под одной крышей. Ему нужен был собственный дом, собственный быт, и никогда в жизни Чимин не сомневался в своей самостоятельности. А Тэхён вот сомневался и гнул свою линию до победного. А Чимин никак не хотел прогибаться под этой упертостью, и его сложно было за это осудить. Да, а в их деле о лошадях был совершенно глухой тупик по всем фронтам. Любые попытки найти этого Сабера ни к чему не привели.
Даже поездки по случайным галереям, звонки коллекционерам. Нигде этот светлокожий азиат со странным именем больше не засветился. И никаких дополнительных улик, кроме проданных им картин, не нашли. Рисунок, взятый на экспертизу у Алана Карморы, благополучно вернули владельцу. Аукционный дом Андерса продолжал существование. Страсти вокруг быстро улеглись. Казалось, ничего этого не было. Только полотна остались в вещдоках, а после той обидной перепалки Чимин решил вернуться в Вашингтон и написал заявление о переводе дела в свое родное столичное отделение. Какая разница, где им заниматься, если оно затрагивало не только Сан-Франциско? Он сидел в аэропорту, приехав сильно заранее своего вылета. Быстро собрав свой небольшой чемодан. Думал о том, что ведь уже присмотрел себе домик здесь, такой небольшой и уютный, с красивыми витражами на межкомнатных дверях, высокими потолками и совершенно невероятной библиотекой. Бывший владелец передал его по наследству внукам, скончавшись, а тем все эти старые книги были совсем ни к чему. Поэтому дом продавался вместе с ними. Невероятный бонус для любителя книг. Да, не так уж и дешево. Плотная застройка, зато какие там были красивые дома вокруг. В викторианском стиле, уцелевшие во время землетрясения 1906 года, как на открытках. Чимин действительно влюбился в этот район, как только туда приехал. Он и правда хотел бы там жить, но один, сам по себе. А теперь увозил с собой в сердце частичку Western Edition. Но распрощался с этой безумной идеей и возвращался к себе домой, в Вашингтон. Приехать в Сан-Франциско и даже не заглянуть в любимую галерею было тяжело. Но Юнги обещал подарок, которого у него еще не было. А потому сосредоточился на встрече с Хаттори Ханзо. Он смог добиться идеального цвета, такого глубокого и прозрачного, что был готов сам себе мысленно аплодировать. Опыты сбором заняли почти месяц, но неповторимый сероватый отлив на гранях и красноватое свечение того стоили. Но этого было недостаточно. Теперь Юнги нужен был хороший ювелир, чтобы достойно огранить полученный в результате долгих экспериментов хрусталь. И Ханзо был именно тем человеком, который смог сделать то, что Юнги нужно было. Тот посмеялся, но пообещал сделать и доставить с курьером. Теперь оставалось только ждать, а тем временем уточнить детали собственного плана, чтобы исключить любые сложности. На прощание Юнги прихватил у Хаттори книгу в дорогу и тем же вечером вернулся в аэропорт, чтобы лететь в Нью-Йорк. Останься он на ночь, он бы не выдержал. Он думал об этом, устроившись в курительной комнате в аэропорту, уставший, с кругами под глазами, выглядевший в этот момент старше своих лет. Думал о том, что еще не поздно подойти к телефону, набрать номер и хотя бы услышать голос. Табак был хорошим, с тонкой ноткой чернослива, диванчик вполне удобным, а свет приглушенным. Здесь шум аэропорта словно таял в дыму. Можно было закрыть глаза и подумать. Пропустив на выходе пару мужчин, Чимин придержал им дверь и зашел внутрь. Достал сигарету и только тогда, похлопав себя по карманам, проверив все, понял, что оставил где-то зажигалку. Может, в отеле, пока собирался и курил. Он вообще последние дни делал это слишком часто. Нужно сокращать количество сигарет, но это уже там, дома. Там он сможет себя заставить. Там его когда-нибудь оставит эта чертова тоска по неслучившемуся и удушающее чувство беспомощности вкупе с виной перед Тэйхёном за то, что они толком не попрощались, и стает. «Простите», — мягко позвал он, — «вы не одолжите мне зажигалку?» Юнги поднял голову от книги, услышав вопрос.
Поднялся, щелкнул колесиком, высекая огонь, и поднес его Чимину, позволяя прикурить. Только потом осознал, что было достаточно просто протянуть зажигалку, но он думал о Хосоке, а для того такая галантность не была бы избыточной. «Прошу вас». У него был негромкий приятный голос, а едва слышимый акцент восточных штатов напомнил агенту о доме. «Благодарю», — отозвался Чимин, затянувшись. Присел неподалеку и почему-то спросил. «Вы тоже в Вашингтон?» «Нью-Йорк». Юнги, который уже успел отвести от него взгляд, снова посмотрел. «Вылет на 40 минут раньше». «О, я хотел пошутить, что нам здесь еще торчать целую вечность. Мол, не убирайте далеко зажигалку, пригодится». Чимин усмехнулся, но как-то тоскливо. «Даже мне здесь торчать». Юнги сдвинул манжет запонкой. Лисья морда сверкнула на Чимина хитрым оскалом. Бросил взгляд на часы на запястье, изящные и тонкие. «Минут 40. Слишком рано приехал, так что, думаю, зажигалка еще пригодится». «По работе приезжали в Сан-Франциско», — предположил Чимин, разглядев собеседника получше. Сквозь сигаретный дым и в тускловатом освещении детально рассмотреть не получилось, но Чимину по роду деятельности было достаточно и нескольких коротких взглядов, чтобы догадаться о том, что за человек перед ним. «Да, деловая встреча», — прохладно ответил тот, снова было опуская взгляд в книгу, но почти сразу же поднял голову. «В ближайшем баре можно заказать выпивку, ее принесут сюда, если ожидание для вас томительно». «О, с выпивкой я завязал», — ответил Чимин, усмехаясь, потому что тут же добавил. «Буквально сегодня утром, когда еле встал с кровати и с трудом вспоминал о том, как меня зовут. Простите, если я вас отвлекаю беседой». Он снова затянулся и заставил себя отвернуться от собеседника, оставив его с книгой. Но почему-то так хотелось поговорить с кем-то незнакомым. Ни о чем. Предаться пустой болтовне и не оставаться погруженным в свои печали. «Возьмите кофе», — посоветовал Юнги и перевернул страницу. «Если закажете чашку и мне, я оставлю вам зажигалку перед уходом». Он усмехнулся, смягчая возможную категоричность своих слов. «Моя норма 2 чашки в день. Обо мне их уже 4», — фыркнул Чимин, сделал глубокую затяжку и затушил сигарету в пепельнице. Он поднялся, ничего больше не говоря. Вышел из курительной комнаты, но скоро вернулся с небольшой чашкой кофе. На блюдце лежала пара кусочков сахара и пакетик сливок. «Угощайтесь». Чимин поставил кофе на столик рядом с Юнги. Для себя взял апельсиновый сок в высоком стакане. Уселся чуть подальше, тоже достал книгу. Он ведь так и не дочитал Демиана до конца. Все как-то не до этого было. В какой-то момент вновь потянулся за сигаретой и резко вздохнул, взглянув в сторону незнакомца. Больше-то просить не у кого. Почему-то желающих покурить, кроме них, сейчас не нашлось. Тот пил кофе мелкими глотками, оставив и сахар, и сливки нетронутыми. Неспешно листал книгу. На вздох Чимина протянул ему зажигалку, не глядя на раскрытые ладони. У него были красивые руки. Не хуже, чем у Тэхёна, крупные, с длинными пальцами. Очень мужские руки. Чимин дотянулся до зажигалки, быстро прикурил и вернул ее обратно. Юнги не успел и руки убрать. «Спасибо». В голосе Чимина послышалась улыбка. «Вам спасибо». Юнги тоже улыбнулся и все же захлопнул книгу с мягким шелестом, взглянув на Чимина. «За кофе. Я бы сам не собрался за ним идти». Он сделал последний глоток, бесшумно поставил чашку на блюдце и пообещал. «Вы не переживайте, все пройдет». Чимин поднял голову, и они встретились глазами. «Я знаю», — сказал он.
Но сейчас я в той точке, где ничего еще не прошло. Поэтому и переживаю. Друзья говорят, что я слишком эмоциональный и чувствительный. В современном мире эмоциональность и чувствительность я почитаю скорее за достоинство. Отозвался Юнги, сверкнув усмешкой, под стать лисицам на своих запонках. Было в нем и в самом что-то лисье. Выражение глаз, что ли, скупая выверенность движений. Тэхён бы мог здесь навернуть что-нибудь остроумное про кумиха, но Тэхён остался в прошлом дне. «Многим их не хватает», — добавил Юнги. «Многие вынуждены их скрывать», — Чимин покачал головой. «Особенно если говорить о взрослых мужчинах. Общество не принимает нас плачущими, переживающими. Нашему миру нужны лишь воины с холодным сердцем. В нем очень трудно выжить, обнажая чувства и душу. Только в сфере искусства это и может пригодиться. Да и то не всегда. Но я польщен, если вы и правда считаете это достоинством. Хотя даже я сам требую от себя не быть тем, кто я есть. Красивые эмоциональные мужчины вызывают у меня непреодолимое желание склониться к их ногам. Совершенно нечитаемым выражением лица произнес Юнги. Бесконечно сожалею, что сегодня мое упрямство лишило меня этой возможности. «Мои ноги в вашем распоряжении», — пошутил Чимин и едва сдержал смешок. «Можете закрыть глаза и представить, что я красивый». Взгляд Юнги уперся в его переносицу, медленно изучая, прошелся по лицу, потом по фигуре. «Вы красивый», — наконец решил он. «Но я не видел вашу эмоциональность в деле, а потому позволю себе воздержаться». «Я бы закатил вам скандал, но у меня на это уже просто не осталось сил». Чимин прикрыл глаза ресницами и посидел немного так, не открывая их, словно примерял на себя комплименты с чужих уст. И ведь совсем даже не стал с ним спорить, хотя почти не напрашивался на него. Красивым был Тэхён, аристократически красивым, по-мужски красивым. В Чимине было то, что притягивало взгляд, и его губы особенно. У него была красивая улыбка и голос, но он понимал, в чем разница между ним и тем же Тэхёном. Рядом с ним Чимину точно досталось бы совершенно другое определение. «У меня нет времени», — с каким-то сожалением сообщил Юнги. Объявляли посадку на его рейс. «Может быть, в другой раз?» — пошутил он. Поднялся с места, подхватил портфель, поправил пиджак и так безукоризненно сидевший, перекинул плащ через руку. «Всего доброго, красивый незнакомец», — мягко сказал он и положил зажигалку на столик перед Чимином, прежде чем выйти. «Хорошего полета», — пожелал тот в ответ, провожая чужую спину взглядом. И почему-то понял, что скандал мог бы и произойти, хотя бы на той почве, что у него не спросили имя. Да и вообще ничего не спросили. Посчитали, что комплимента достаточно. Чимин усмехнулся своим мыслям. Откинулся на спинку дивана, дотянулся до зажигалки и щелкнул пламенем несколько раз. Он допил сок, докурил вторую сигарету, немного полистал, а затем вовсе убрал книгу. Далеко не сразу заметил, что ушедший оставил кое-что еще. Книга осталась забыта на диванчике, в простой белой обложке и на японском языке. Чимин взял ее в руки, подорвавшись, кинулся за двери, выискивая взглядом табло, а на нем рейс до Нью-Йорка. Но, конечно, было уже поздно. Самолет уже взлетел. Пролистав содержимое книги, агент не понял ни слова, хотя легко определил, на каком языке она была написана. Он мог бы сдать ее бюро находок, но почему-то оставил себе, словно надеялся, что другой раз однажды случится. Глава 11. Теплый вашингтонский сентябрь располагал к долгим прогулкам в парке Меридиан-Хилл. Зеленой листве еще было отмерено время. Несколько недель, а может даже чуть больше,
чтобы оставаться зеленой. Хотя Чимину нравилась именно та пора, когда деревья меняли цвет, и листья перед неминуемой гибелью соревновались друг с другом в яркости красок. Если бы он мог себе это позволить, то остался бы на скамейке в парке безмолвным наблюдателем за этими листьями. Любовался бы тем, как они краснеют, желтеют, как кружатся в последнем танце, сорвавшись с ветвей, и опадает на землю в лучах осеннего солнца. Намджун говорил, что в Корее этот период, сезон любования листьями, имеет свое название. Наверное, Чимин все-таки не мог до конца отречься от своих корней. Потому что давно, еще в юности, еще до знакомства с Намджуном, дал этому периоду свое, особое название – драгоценная печаль. И сейчас, когда все вокруг еще было зеленым, но в воздухе уже ощущалось прохладное дыхание осени, здесь в начале сентября 1972 года печаль Чимина была тяжелым и совершенно недрагоценным валуном на его сердце, что, конечно, никак не могло утаиться от Намджуна, с которым они наконец встретились, хотя почти неделю после возвращения Чимин его практически избегал. Он знал, что друг будет задавать вопросы, на которые у Чимина не будет толковых ответов. Должен был просто подготовиться к этой встрече, собраться с мыслями и всерьез решить рассказать все, с чем вернулся домой. А теперь медленно шел и не знал, с чего начать. И совершенно не мог чем-то оправдаться. Пока Намджун на него коротко, но вопросительно поглядывал, ведь они были вдвоем. Чимин попросил Намджуна оставить сына дома в этот выходной день, хотя страшно соскучился по Ханбину. Скорее всего, мальчик умудрился вырасти за эти пару месяцев, ведь чужие дети ужасно быстро растут. — Я ужасный человек, Намджун, — выговорил Чимин, глядя себе под ноги. — Понятия не имею. Что-то натворил, но согласиться с тобой не могу. Вовсе не по этой причине. — отозвался друг, слегка притормозив на очередном перекрестке и выбирая, куда же им пойти дальше. К фонтану вниз, по ступенькам, или продолжить путь по тенистой аллее. — Ты какой-то уникальный, раз способен терпеть все мои недостатки. Чимин последовал за ним, слегка задержался и вздохнул, потому что сдерживал порыв обнять этого человека со спины. Намджун бы, наверное, обомлел и не сразу обнял в ответ. А потом сказал, что Чимина в Сан-Франциско точно подменили, и был бы совершенно прав. Ни одна командировка еще так не меняла Пак Чимина, как эта, двухмесячная, от которой у него осталась лишь огромная папка с бумагами о застопорившемся деле. Потрепанная, но незаконченная схема этого дела и воспоминания о человеке, открывшим Чимину его настоящее «я». Человеке, которого бы он хотел считать своим другом. Человеке, которого сейчас уже не хотелось в чем-либо обвинять, спорить с ним и объяснять ему очевидные вещи. Чимин никогда так сильно не скучал по Намджуну, как по Тэхёну сейчас. Он признавался в этом лишь себе, но больше и признаться-то было некому. Не Намджун уже, когда он такой замечательный, удивительный и понимающий друг, не лезущий в душу, но просящий одними глазами. Расскажи мне, что случилось. Ты можешь мне рассказать совершенно все, говорили его глубокие карие глаза. И Чимину вновь было стыдно под этим взглядом. С этим я тоже не могу согласиться. Намджун медленно повернулся и посмотрел на него с тенью улыбки на лице. Со своей уникальностью. Я всего лишь обычный человек, как и ты, как все люди, с которыми мы знакомы. Все люди способны принимать своих близких такими, какие они и есть. В этом нет ничего уникального, Чимина. Это совсем не сложно. Ты думаешь, я уникальный, раз терплю проделки своего сына? По сравнению с твоим сыном, я вообще ничтожество, фыркнул тот. И я не твой Ханбин.
тебе не обязательно принимать меня. Я не понял. Сегодня наша последняя встреча? Взгляд Намджуна потяжелел. Ты все-таки решил переехать, вот так со мной прощаешься? И не оставляешь мне шанса даже навестить тебя? Ты все не так понял. Чимин покачал головой. Я просто не могу подобрать нужных слов. Я уже подобрал, выстроил целый монолог, но теперь он весь рассыпался, как карточный домик. И я не могу собрать слова обратно. Хорошо. Пойдем дальше. У нас много времени, сегодня же выходной. Когда Намджун вновь отвернулся, Чимин все-таки позволил себе прижаться к его спине, сделав несколько широких шагов. Намджун замер, не двигался какое-то время, а потом негромко сказал. Ты снова заставляешь меня думать о том, что мы больше не увидимся. Чимина, если тебе это будет проще, говори так. Вот прямо так, не меняя положение. Говори просто слова, отдельные слова, если не можешь собрать их. Я, знаешь ли, в Федеральном бюро работаю. Он улыбался, это было слышно. Лингвистом. Уж как-нибудь соберу твою головоломку из слов у себя в голове. У Чимина предательски защипало в носу, и он крепко зажмурился. Как бы ему хотелось, чтобы с этим потрясающим человеком у него никогда не случилось никакой последней встречи. Начал он лишь пару минут спустя, когда справился со своими эмоциями. Неблагодарный и грубый, мне стыдно. Слова все-таки как-то складывались, хоть и в короткие и еле связанные друг с другом предложения. Мы ведь даже не попрощались. Чимин вздохнул и ткнулся лбом в широкую спину. Мне просто хотелось жить отдельно. И мне так хотелось вас познакомить. Что вы с Тэхёном не поделили? Сразу спросил Намджун, гораздо раньше догадавшись, что дело все именно в этом парне, о котором Чимин столько говорил по телефону. И рассказывал не только о их работе, но и обо всем, что они делали в перерывах расследования. Конечно, не совсем обо всем, но Намджун и тут немного догадывался, что Чимин не мог рассказать всего. Он настаивал, чтобы я переехал к нему. Выпалил он с тенью того возмущения, которым решил уехать обратно в Вашингтон. Отпустил Намджуна и обошел его, чтобы разговаривать по-человечески. Я тебе клянусь, он готов был меня привязать к своему дому силой. Но я же не собака, я его друг был им. Из-за этого столько страданий. Брови Намджуна приподнялись. Нет, ты не обижайся, я не преуменьшаю твои переживания. Просто я удивлен. Почему бы тебе не позвонить ему сейчас, не пригласить его в гости, или просто поговорить по телефону, как с другом? Потому что я не уверен, что он захочет говорить со мной. Вопросительно прозвучал Чимин, глядя в глаза, словно там он мог найти ответ на этот вопрос. Потому что только ты можешь терпеть. Нет, прости. Я оговорился принимать меня. Я боюсь, что на это способен только ты. Намджун глубоко вздохнул и очень внезапно спросил. Ты влюблен в него, Чимин? Твердая земля под ногами как-то пошатнулась, но тот не слишком медлил с ответом. Нет, хотя я безумно скучаю. Я хочу вернуться и попросить прощения. Хочу вычеркнуть эту глупую размолвку из нашей истории. Хочу приходить к ним домой, обедать с его названным братом и племянницей. Хочу доверительно общаться и приятно проводить время. Хочу быть его другом. Я очень хочу познакомить вас, потому что вы, правда, чем-то похожи. Я хочу с ним работать, Намджун. С ним так приятно работать. У меня никогда не было такого подходящего напарника. Уже легче, как будто похвалил тот. Ты можешь все это повторить ему. Сказать ему о том, что ты хочешь. Ничего ужасного я в этом не вижу.
Но если вдруг он откажется и не примет твоих желаний, не разделит их, в этом я тоже не вижу особо ничего ужасного. Далеко не со всеми людьми, с которыми тебе хочется проводить время, тебе суждено его проводить. Нас разделяют ошибки, нетерпение, эгоизм, да, порой просто разные дороги. Иногда люди встречаются для того, чтобы чему-то друг друга научить и разойтись. Если Тэхён научил тебя обнимать своих друзей без повода, это уже большой вклад. А потом расплылся в улыбке. Я не знаю его. Я не могу сказать за него, но ты сейчас слишком строг к себе из-за чувства вины. И, возможно, дело не только в Тэхёне, но и в работе, которая не задалась. И твоя строгость мешает тебе взглянуть на себя здраво. Ты замечательный человек, Пак Чимин. Организованный, вдумчивый и смелый. Так не бойся и просто позвони Тэхёну, если и правда хочешь продолжать с ним дружить. Он тоже называл меня смелым. Куда-то в сторону сказал Чимин. Бывает ли хоть один год без отвратительной мерзкой погоды, когда на улицу не хочется даже нос высовывать? Бывает ли хоть одна жизнь без слез и ошибок? Продолжал Намджун, глядя на голубое осеннее небо с редкими белесыми полосами облаков. Бывает ли хоть одна дружба без трудных разговоров и непонимания? Нет, Чимина, это утопия. Так не бывает. Я знаю. Тот от чего-то насупился, но вновь прижался к другу уже спереди. Обнял его за талию, сцепив руки и прижался к плечу. А мы разве когда-нибудь с тобой так ругались? Я такого не помню. Ну, так еще не вечер, хмыкнул Намджун, обнимая в ответ очень осторожно, как будто боялся спугнуть маленькое беззащитное существо. Хотя я удивлен, что не ругались. Ты же такой ужасный человек, просто невыносимый. Как тебя только земля-то носит. Все, замолчи, потребовал Чимин своим диктаторским тоном. Иначе сейчас точно поругаемся. У тебя будет второй повод позвонить Тэхёну. Пожалуешься ему на то, какой ты грубый и со мной. Намджун почти рассмеялся. Уверен, он сам захочет к тебе приехать. Точнее, ко мне. А тут мы закроемся у меня дома на несколько дней и будем пить. Играть в шахматы, обсуждать дага и заодно перемывать твои ужасные кости. Ну уж нет, но вдвоем я вас не оставлю, воспротивился Чимин и приподнял голову. Вдруг ты сам в него влюбишься? Он невероятно красив, и что мне потом с вами делать? Не могу исключать такого развития событий. То ли в шутку, то ли всерьез сказал Намджун. Но я поражен тем, как он повлиял на тебя. Может, я уже влюбился в этого Тэхёна заочно. Ты думаешь, он на меня повлиял? Я абсолютно в этом уверен, Чимин. Я привык доверять тому, что вижу. Сейчас я вижу, как ты обнимаешь меня посреди парка, чего не было ни разу за все годы нашей дружбы. Тем же вечером Чимин обнимал уже Ханбина, когда все-таки приехал к Намджуну в гости, а заодно прихватил ту самую книгу, забытую незнакомцем в аэропорту. Агент сам долго изучал ее и часто просто листал. Надеялся, что на страницах найдется какая-нибудь пометка, которая может подсказать, как ему вернуть книгу владельцу. «Ну и о чем она?» — любопытно спросил он, глядя на то, как Намджун медленно изучает ее содержимое. Хотя тот мог бы и сразу ответить, ведь он очень хорошо владел японским. Но он еще какое-то время молчал. Об изготовлении красок в эпоху Эдо. Это интересно. Кстати, столько нюансов. Красок? Чимин слегка завис, потому что счел того незнакомца бизнесменом, но никак не художником. Хотя перед ним был лингвист, страстно обожающий искусство во всех его проявлениях. Да и сам Чимин иногда читал совсем несовместимые с его работой вещи, начиная от биографии любимых режиссеров
и заканчивая бульварными романами. «А что такое эпоха Эда?» — вмешался Ханбин, не желающий отлипать от редкого в последнее время гостя. Как будто тот мог вновь пропасть из его жизни на несколько месяцев. Поэтому мальчик решил наобниматься вдоволь, на будущее. Его Чимин всегда обнимал легко и с удовольствием. Ведь просто преступление не обнимать детей. «На время направления клана Тагугава», — ответил отец. «Очень важный для истории Японии период, между прочим. И довольно длительный. Больше 2 веков». «Почему он такой важный?» — не унимался Ханбин. «Я тебе потом подробнее расскажу», — пообещал Намджон. «Но если вкратце, то для Японии он являлся основополагающим, как для детей детский сад». «Скорее уж школа», — усмехнулся Чимин. «Закрытые стены, куча уроков, обязательно дисциплины, строгий директор, которого все боятся». «Какого ты странного мнения о школе. А еще хвастался, как ты обожал учиться». Намджон поднял на него взгляд и расплылся в улыбке. «Не надо пугать мне ребенка. Вдруг он не захочет туда идти после твоих слов». «Я очень хочу в школу», — поспорил мальчик. Чимин любопытно заглянул в его чистые наивные глаза. «И почему же?» «Потому что я хочу стать таким же умным, как папа». «Ты уже умный, солнце мое». Чимин прижался к макушке ребенка своей улыбкой и пробормотал. «Потому что ума твоего папы на целую вселенную хватит». Намджон невольно залюбовался этой картиной. Бормотание Чимина тоже долетело до него, отчего он почти смутился. Но спорить он, конечно, не стал. Книга и правда оказалась интересной. Тэхён держался почти 2 недели. Все несправедливые слова были произнесены. Двери хлопнули, но парень и предположить не мог, что это конец. С Аджуном особенно. Когда оба были младше, они подчас спорили. Расходились, иногда несколько дней молчали, чтобы потом снова улыбнуться друг другу. Тэхён понимал, что, возможно, пережал, что Чимин привык жить один, что его беспокойство беспочвенно. Но как быть, если дело-то не в том, что Тэхён сомневался в самостоятельности друга, а в том, что сам привязался к нему настолько, что трудно отпускать? Он бы не отпустил. Чимин все решил сам. Тэхён специально на следующий день даже не появлялся в офисе. Уехал по другому делу, чтобы дать обоим время остыть. Он вернулся, готовый мириться, объясняться, идти на компромиссы. Но, как выяснилось, не с кем. Чимин уже был в Вашингтоне. Вместе с их делом. С их, черт возьми, общим делом. Которое изначально было делом Тэхёна. Он тогда напился. Безобразно напился. Закрылся у себя и не пускал даже Саджуна. Тот бы сразу все понял. А Тэхён не хотел ни сочувствия, ни понимания. Он хотел, чтобы Чимин был рядом. Но тот был в Вашингтоне. Потому что сам так решил. Ушел, не прощаясь, не оставив даже записки. Ни слова, и оттого Тэхёну хотелось выйти. Время от времени он заполошно думал, что ведь у Чимина могло случиться что-то, что заставило его так спешить. Может быть, с сестрой или с мачехой, или с тем же Намджуном. Мало ли, вдруг Чимин один и нуждается в помощи. Но парень понимал, что это самообман. Дни сменяли друг друга. Одинаково серые, туманные, бешенство понемногу отступало, но беспокойство никуда не делось. «Просто позвони ему», — посоветовал Саджун за ужином, пытаясь заставить Тэхёна хоть что-то съесть. Тот возил вилкой по тарелке, смотрел на любимые блюда. Странно. Саджун последнюю неделю постоянно готовил то, что Тэхён любил больше всего. И ничего не хотел. Легко сказать, позвони. Тэхён не был готов к звонку. Не был готов к объяснениям.
Боялся снова вспылить или, что было бы совсем уж кошмаром, просто разреветься в телефонную трубку, завывая: «Почему ты меня бросил?» Поэтому он позвонил в офис ФБР в Вашингтоне и попросил соединить его с агентом Ким Намджуном. «Секундочку», — произнесла девушка, уточнившая, кто конкретно его спрашивает. А через несколько мгновений в трубке раздался приятный мужской голос, уже знакомый Тэхёну. «Агент Ким, очень удивлен вашему звонку. Внимательно вас слушаю». В конце концов, может, тот звонил просто по работе? Тэхён мысленно отвесил себе пару пощечин и с горящими щеками произнес: «Мистер Ким, прошу простить за беспокойство. Вы же близкий друг Пак Чимина. У него...» Голос все же дрогнул. «Все хорошо». Смотря что вы вкладываете в понятие «хорошо». Намджун дотянулся до двери и прикрыл ее, чтобы разговору не мешал коридорный шум. «Я так понимаю, моим советом все еще не воспользовался и не позвонил вам. Вы не знаете его рабочий номер, и я могу вас соединить». Если бы он хотел меня слышать, он бы нашел способ. Тэхён и сам был уже не рад, что решился на этот звонок. Он жив, здоров, его родные в порядке, он счастлив и блестяще раскрывает дела в Вашингтоне. Он все же попытался расшифровать свое «хорошо». Жив. По крайней мере, был жив сегодня утром. Намджун отвечал по порядку. Здоров. С родными тоже все хорошо. Ну, не будьте столь категоричны, мистер Ким. Он очень хочет с вами связаться. Он переживает и винит себя в вашей размолвке. Может, вам все-таки переговорить вдвоем? Это трудно было признать даже себе. Не то чтобы озвучить вслух постороннему человеку, хотя рассказами Чимина Тэхён уже многое заочно знал о Намджуне. «Боюсь, я на него давил», — с трудом произнес он. «Если я позвоню, он...» «Нет. Если Чимин захочет, он свяжется сам, если будет готов». «Вы как дети, ей-богу!» Намджун не удержался от улыбки. «Агент Ким, я буду рад однажды с вами встретиться лично и побеседовать о чем угодно. Но сейчас прошу меня извинить, у меня дела». Самое важное дело для Намджуна сейчас состояло в том, чтобы дойти до кабинета Чимина и заставить его сию секунду набрать номер отделения в Сан-Франциско. «Секундочку», — сказала девушка на том конце, и телефон на столе Тэхёна зазвонил, чтобы через несколько гудков та же девушка отсчиталась. «Извините, он только что выехал по делу. Оставить ему информацию. Я перезвоню». Чимин помрачнел и положил трубку. Он попробовал позвонить еще несколько раз в течение дня, но так и не смог поймать Тэхёна на месте. И вместо того, чтобы решить, что тот просто не хочет с ним разговаривать, уехал с работы в положенное время, а не как обычно, прилично задерживаясь, и взял пару выходных за свой счет. Глава 12. Оказалось, что без участия бюро купить билет на ближайший рейс – та еще задачка. Но Чимин кое-как с ней справился, поэтому и прилетел уже ближе к утру, в 5 часов до полудня, стоял под домом Тэхёна и просто ждал, когда там зажгется свет. Хоть и ужасно замерз. Конечно, по утрам уже было прохладно. Но дождался он Саджуна. Тот вышел из дома на пробежку и буквально наткнулся на столичного агента. Хмыкнул, скривил губы, покачал головой. «Вот и еще. Вот и второй дурак», — пробормотал он, бесцеремонно схватил Чимина за плечо и запихнул в дом. «Ты давно стоишь? Он вчера не возвращался». Через минуту Чимин уже был в кухне, замотанный в теплый халат поверх костюма, а Саджун наливал ему чай. «Нет, вот только подъехал», — соврал Чимин, пытаясь согреть руки о чашку. «А когда Тэхён вернется? Он не говорил? Я его дождусь. Могу побыть в его части дома».
Он опустил голову. Только не говори, что он просто не хочет меня больше видеть. Если тебя интересует мое мнение, кого он и хочет видеть, это тебя, фыркнул Саджун. Он вернется только вечером, наверное. Остался на ночь на работе, ждал какого-то звонка. Можешь перехватить его там или подождать здесь. Но сначала я тебя покормлю. Он говорил, быстро взбивая яйца и добавляя в них сливки. Если хочешь, прими душ, чтобы согреться. Так быстро забыл о наших туманах? Быстро собирался. Тут Чимин был честен, хотя даже из вещей с собой ничего не взял. Времени не было. Спасибо. А можно я немного посплю в комнате Тэхёна? Ведь всю ночь же он не спал. Того и гляди, прямо за столом вырубится. Конечно. Сам там разберешься, хорошо? Саджун спрятал улыбку, отвернувшись. Через полчаса Чимин был накормлен, ключ выдан, а Саджун смог отправиться на свою пробежку, которую, конечно, пришлось изрядно сократить. Ну, если младший будет доволен, черт-то с ней, с пробежкой. Чимин вновь поблагодарил его, помыл за собой посуду и направился в соседнее крыло дома. Там ему уже было все знакомо, в том числе и кровать Тэхёна, куда он прилег, все-таки приняв душ. Он заснул далеко не сразу, хотя очень хотелось. Голова была ватной, веки тяжелыми, но он так привык спать в этой кровати с Тэхёном, что не мог заснуть без него. А потом его все-таки отрубило. До самого вечера. Рабочий день тянулся невероятно долго. Долгожданного звонка из Вашингтона. Может, это просто что-то по работе? Нет, причин надеяться. Так и не прозвучало. Хоть Люси вечером и говорила, что звонили несколько раз. Из-за ночевки на узком диванчике в кабинете и разочарования Тэхён чувствовал себя совсем вымотанным. Даже уехал домой раньше обычного, решив, что его рабочий день начался сегодня в 7. И все нужное он сделал. Он добрался домой, стараясь следить за дорогой. Прошел через полутемную гостиную, когда он раздвигал шторы в последний раз. Бросил портфель и поднялся в спальню, чтобы остановиться на пороге и крепко зажмуриться от цветных кругов перед глазами. Он бы решил, что допился, но не пил уже неделю, держа данное Саджуну слово. Чем еще объяснить спящего в его постели, на его подушке, под его одеялом Чимина? Он не знал. Тэхён неслышно подошел к кровати, опустился перед ней на колени и осторожно, невесомо коснулся нежной щеки, в очередной раз поражаясь мягкости кожи Чимина. Тот забавно причмокнул губами, потом внезапно перевернулся на спину, потянув Тэхёна за руку к себе, упрямо и сильно, даже в полусне. Тот поддался, словно зачарованный, опустился на кровать рядом и со вздохом, больше напоминающий сдерживаемое рыдание, совершенно неделикатно сгреб напарника в объятия вместе с одеялом, крепко прижимая к себе. «Задушишь!» — ласково мурлыкнул проснувшийся от такого Чимин. Вновь перевернулся на бок, хотя это было нелегко в таком крепком объятии. И устроил руку на талии Тэхёна. «Сколько сейчас времени?» «Начало 7. Отозвался Тэхён автоматически, прижал его еще крепче и зашипел в макушку. «Задушу? Да, задушу. Загрызу и снова задушу. Чимини, ну как ты?» Тэхён оборвал себя. Это было уже неважно. Все его переживания были уже неважными, потому что вот сейчас Чимин был с ним. Теплый, сонный, нежный. И не поцеловать его такого было невозможно. Так Тэхён еще не целовал. Раньше же все старался как-то держаться и выражал поцелуями нежность, принятие и ласку. Сейчас он говорил поцелуя о другом. О том, как скучал, как ему было тоскливо, как он рад, до безумия рад, что Чимин здесь. Сейчас Чимин тоже был рад и тому, что поддался порыву и приехал. И тому,
что созвониться так и не получилось. Потому что нежное «прости меня, Тэхёна» так идеально вписалось между поцелуями, осталось между их губами, имея свой особенный привкус. Ни одна телефонная трубка не передала бы этого. Чимин даже не успел подумать о том, что серьезно сбил себе режим дня, этой внезапной поездкой, и сном до вечера в чужой постели. Не знал, как потом будет уезжать снова. Сейчас было только то, что он повторил несколько раз. «Прости, пожалуйста», и целовал Тэхёна уже сам, полностью отдаваясь моменту, на что тот отвечал тихими стонами. «Прости, я не должен был давить на тебя». Тот с трудом отстранился на несколько дюймов, погладил Чимина по щеке и признался. «Я так не хотел с тобой расставаться, что чуть не потерял». Он ткнулся лбом в плечо и вдруг глухо сказал: «Но если ты не изменил своего мнения о свадьбе, мне нужно тебя отпустить». «Я соскучился по твоим рукам». Чимин прижался к его плечу щекой. «По твоим объятиям. Если я все-таки перееду сюда, в Сан-Франциско, мы будем очень-очень часто видеться. Мы будем вместе работать. Тэхёна, я хочу работать только с тобой. Я могу даже поискать дом в вашем районе, поближе к тебе. Будем ездить в отделение и обратно. Ты мне очень нужен. Я не успел понять, насколько, пока не уехал. У меня никогда не было такой тоски по другому человеку. И я никогда так не боялся, что могу быть не нужен тебе. Что ты меня не простишь и не захочешь меня больше слышать. Я боялся этого до одури. И я так сглупил, просто бросив все и оставив тебя». Он выдохнул и прикрыл глаза. «Я не изменил своего мнения о свадьбе. Но ты для меня гораздо больше, чем просто друг и напарник. И даже не брат, потому что это совсем уж преступно, так целоваться с братьями. Давай все будет вот так. Мы не будем искать нашим отношениям определения, но будем вместе, как сейчас. Я обещаю, что если вдруг я передумаю насчет переезда к тебе, ты узнаешь об этом первым. А если ты сам будешь по-прежнему этого хотеть, мы будем жить вместе. Но точно не сейчас. И я не могу сказать, что это обязательно случится. Не буду обещать этого. Не буду заставлять тебя просто ждать. Ладно?» Тэхён слушал его, не перебивая, поглаживая по спине, прижимаясь щекой к щеке. «Ты никогда не должен бояться того, что будешь мне не нужен, Чимини», — тихо сказал он. «Потому что ни одного человека я не любил так, как тебя. Это какое-то огромное чувство, как океан. Оно куда больше и глубже, чем просто романтическое. Я иногда чувствую нас как нечто единое, как две половинки одной души». Он смущенно фыркнул, пряча лицо. «Но я не готов потерять тебя снова. Давай будем вместе, Чимини, на твоих условиях. Я готов ждать, приезжать к тебе в Вашингтон, если ты захочешь. Мне просто нужно слышать тебя, говорить с тобой, держать тебя в руках. Только не исчезай снова, пожалуйста. Не бросай меня без единого слова». «Больше не буду». Это Чимин мог искренне пообещать, потому что ему самому было от своего поступка очень плохо. «Ты успел поужинать? Давай сходим куда-нибудь поедим, а потом вернемся сюда и будем спать. Я пока не брал обратный билет, но у меня всего пара выходных. Я вернусь в Вашингтон и попрошу перевезти меня в Сан-Франциско на постоянной основе. Все равно у меня пока нет там важных дел. После того случая шеф меня явно ограждает от чего-то серьезного. Сижу, бумаги перебираю целыми днями. Пока не определюсь с домом, поживу в отеле. Мне хватит сбережений». «Ты всегда можешь пожить здесь». Тэхён приложил палец к его губам, призывая помолчать и дослушать. «Не ругайся. Выслушай. Я могу перебраться к Саджуну на это время. Не отказывайся сразу, просто подумай об этом.
Никто здесь не будет тебя беспокоить. Даже я. Честное слово. Он нехотя отпустил Чимина и поднялся с постели. Пойдем поужинаем. Ты, верно, страшно голодный. Кто дал тебе ключ? Тебя покормили? Только не к Саджуну в ресторан. Я пока не готов к его комментариям. Не хочу отвлекаться. Чимин тоже поднялся и попытался вспомнить, почему он решил оставить всю одежду в ванной и лег в постель совершенно голым. Саджун и дал. Я встретила его утром у дома, он накормил меня и дал ключ. Проговорил Чимин, оглядываясь в поисках того, чем можно было бы прикрыться. Ничего не нашел и фыркнул. «Отвернись, пожалуйста». Тэхён кинул в него халат, отворачиваясь. Не задержать взгляд на соблазнительной гибкой фигуре было тяжело. «А что у тебя на работе нового? Может, введешь меня в курс дела, пока едим?» — попросил Чимин уже из ванной, пока одевался. «Приду к твоему шефу завтра и буду расписывать ему, какой я ценный сотрудник, несмотря на то, что облажался ранее». Он хихикнул, высунув голову из дверей. «Тэхёна, я, если что, шучу». «По нашему направлению ничего». Тэхён тем временем менял рубашку на свежую. «Меня сейчас в период затишья попросили помочь ребятам и из контрабанды наркотиков. Я последнюю неделю с ними». Он поймал Чимина на выходе из ванной, нажал пальцем на кончик его носа и строго сказал: «Ты не облажался. Рано или поздно наш Лисабера всплывет где-нибудь еще, и тогда мы его не упустим». «Вдруг он уже мертв? Мало ли, с людьми это часто бывает», — поспорил Чимин. «Хотя тогда дело просто закроется само за сроком давности. Правда, это будет еще не скоро. Но пока оно единственное, которое я не довел до конца. Это, знаешь ли, серьезно бьет по моему профессиональному самолюбию. И раз вы пока с наркотиками связаны, я могу вообще пару недель отпуска взять. Попрошу принять меня на работу к вам попозже, пока буду нормально перебираться и дом выбирать». «Ты мне это рассказываешь», — хохотнул Тэхён. «Про самолюбие? У меня нераскрытых дел тоже до этого не было. Этого парня от нас спасет только смерть. Потому что я и через 5 лет буду готов вонзить зубы ему в загривок и притащить в федеральную тюрьму». «Вот такой ты и хищный», — промурчал Чимин, снова ластясь к нему. «Обожаю в тебе эту черту». «Ой, не подлизывайся», — смущенно зафырчал Тэхён. «Пойдем уже, покормим тебя. А потом домой спать». Впервые за долгие 2 недели выспаться, согревая друг друга и оберегая объятиями от всего мира. Это было бесценно. Together, that I'm sheltered by your heart, but in and outside I've turned to water like a teardrop in your palm, and it's a hard winter's day. Dream away. It must have been love, but it's over now. It was all that